Доброе утро. А, Мы, наверное, можем действительно приступать. А, Соответственно, я в этом курсе буду читать две лекции, посвященные методам методологии в молекулярной нейробиологии. И первая часть, которая у меня которую буду рассказывать сегодня, она в основном посвящена методам, которые используются. Но у меня на самом деле как бы лекция посвящена такая немножко смешанная, потому что а, будет рассказываться некоторые основы молекулярной биологии вообще. Вот. И, собственно, про то, как устроены некоторые методы, которыми пользуются в молекулярной биологии. Потому что, ну, как бы рассказ про все методы, конечно, в одну лекцию вообще уместить чрезвычайно сложно. Итак, для начала, ну, небольшое такое введение. А, То есть, я думаю, большинство знакомы, собственно, с догмой молекулярной биологии, что у нас есть ДНК, с которой в клетках считывается РНК, и потом из РНК у нас получается белок. Сейчас мы немного подробнее рассмотрим эту схему, потому что в некоторых моментах нам понадобятся определенные детали для того, чтобы понимать, чего, собственно, и зачем делается определенными методами. Соответственно, как бы давайте вот детально по этой картинке пройдем, которая здесь вот представлена. Итак, у нас есть ДНК, которая в наших клетках, в клетках эукариот, она упакована с использованием специальных белков, то есть вот эта вот ниточка – это ДНК. Она упакована с помощью специальных белков, которые называются гистоны. И здесь, соответственно, как бы вот они представлены в виде такой катушки. И вот, соответственно, ДНК у нас намотана на эти катушки. Дальше, когда у нас происходит считывание с ДНК и РНК, на ДНК собирается определенный комплекс, включающий в себя РНК-полимеразу. И РНК-полимераза идет вдоль ДНК и считывает, соответственно, РНК. Во время считывания РНК, как вы помните, я чуть позже еще раз остановлюсь немножко на этом, у нас в ДНК гены устроены таким образом, что они имеют фрагменты, которые не являются кодирующими, и эти не кодирующие элементы, они удаляются с помощью процесса, который называется сплайсинг. Вот он здесь представлен таким образом. То есть у нас РНК считалась, после этого на нем собирается белковый комплекс, и петля РНК, которая не является значимой, она просто удаляется. После окончания считывания РНК она у нас вот оказывается цельной, уже сплайсированной. Дальше она выводится из ядра и, соответственно, либо транспортируется, как вот здесь показано слева на картинке, либо на нее садятся рибосомы, собственно, вот эти вот элементы, которые считывают РНК и синтезируют из нее белок. После того, как необходимость данной РНК исчезла, или она была там повреждена, или еще произошли какие-то события, РНК подвергается деградации специальными ферментами. То есть, ну, она не просто распадается, у нас она подвергается деградации специальными ферментами, которые есть в клетке. Если говорить вообще об РНК, да, как бы какие у нас есть РНК в клетке? На настоящий момент их известно очень-очень много, типов РНК порядка сотни, но основные типы, если вот, сейчас извините, пожалуйста, за дергание слайдов, если мы посмотрим тогда, вот основной массовый РНК, который есть у нас во всех клетках, это рибосомная РНК. Она составляет примерно 95% всей РНК в клетке. Дальше у нас есть транспортные РНК, это те самые РНК, которые у нас необходимы для синтеза белка, они связываются с аминокислотами и обеспечивают транспорт аминокислот к рибосомам во время синтеза белка. Есть матричная РНК, собственно, вокруг нее будет сейчас идти вся речь, ну или как бы основная часть доклада, которая будет посвящена методам. Также есть очень большая масса всяких некодирующих РНК, то есть с них по определению не считываются никакие белки, ни пептиды, вообще ничего. Они делятся на несколько классов. Это длинные некодирующие РНК, это длинные межгенные некодирующие РНК, кольцевые РНК, малые ядерные РНК, малые ядрышковые РНК.
и также различные малоинтерферирующие РНК, микро-РНК. Соответственно, зачем нужны все вот эти вот некодирующие РНК, вот эти все типы? В основном это различные регуляторы, которые регулируют процессы транскрипции, трансляции, стабильности РНК, сплайсинг и различные там модификации РНК, которые возможны. Итак, вот если мы чуть поподробнее остановимся на всех процессах, которые у нас происходят, да, вот еще раз посмотрим на схему, которая есть у нас в клетках, происходит. Так, у нас есть ДНК, которая упакована в хромосомах, у нас есть МРНК, есть белок, и есть в конце концов функция, которую эти белки выполняют. Соответственно, здесь вот выведены отдельными стрелками некоторые дополнительные процессы, которые на самом деле происходят в клетке, которые могут влиять в конечном итоге на реализацию некой конечной функции, которую выполняет либо сама РНК, либо белок в клетке. То есть что у нас происходит? МРНК после синтеза может быть транспортирована в какую-то часть клетки, где она, собственно, будет транслироваться после этого, из нее получится белок. Ну вот все, я думаю, слышали лекции Павла Мирославовича Балабанова, в которых он рассказывает про ПКМЗ, основную молекулу памяти. Собственно, вот МРНК ПКМЗ, оно вот так вот, ну, вот, например, транспортируется в дендриты нейронов, ну и, соответственно, там уже транслируется. Кроме того, МРНК, когда она синтезировалась, она может подвергаться дополнительным модификациям. В данном случае имеется в виду не сплайсинг, который происходит, да, когда у нас вырезаются интроны, а имеется в виду именно модификации, то есть нуклеотиды, которые составляют МРНК, они могут подвергаться различным модификациям, например, метилированию по различным основаниям. Кроме того, МРНК может быть отредактирована, то есть определенные основания, вот у нас есть 4 буквы А, У, Г, С, да, то есть аденин, урацил, цитозин и гуанин, которые, собственно, составляют основной код. Они, на самом деле, есть определенные ферменты, которые находятся в цитоплазме клеток, могут узнавать определенные последовательности в РНК и заменять там, собственно, определенные основания, приводя к тому, что в целевой РНК, который у нас есть, у нас происходит замена кодона, кодирующего определенную аминокислоту. И в результате у нас получается белок не в соответствии с тем кодом, который заложен в ДНК, а с тем кодом, который у нас уже заложен в РНК, и эта РНК еще и измененная оказывается. Типичным примером такой модификации, вот редактирования, является одна из субъединиц амп-каналов. Да? Я думаю, все знают, что амп-каналы бывают кальций-проницаемые и кальций-непроницаемые. Соответственно, вот вторая субъединица глюейт-2 амп-каналов, ее МРНК именно на стадии мРНК подвергается редактированию. Там заменяется одна аминокислота, в результате чего данная субъединица амп-каналов, уже белок, она теряет способность проводить ионы кальция. И, соответственно, каналы, содержащие эту субъединицу, становятся кальций-непроницаемыми. То же самое в общих чертах касается у нас, если мы говорим вот про вот эту схему, касающуюся вот МРНК, транспорта, модификации, да, то же самое примерно можно сказать про белок как таковой. Потому что когда белок синтезируется, он может быть куда-то транспортирован и там уже выполнять свою функцию. И кроме того, белки у нас могут подвергаться модификациям. Модификаций белков очень много. Ну, самые известные из них – это фосфорилирование, там, ацетилирование, метилирование, сумоилирование, серотонилирование и так далее. И, соответственно, эта модификация, она будет влиять на то, как белок выполняет свою функцию. Важным моментом также является то, что у нас ДНК, которая есть в хромосомах, подвергается метилированию, может подвергаться метилированию. Это специфическая модификация, она в основном подвергается метилированию цитозины, хотя могут метилироваться также аденины.
Зачем нужна эта модификация? Эта модификация очень важная, она в основном содержится в промоторных областях генов, может содержаться. И она приводит к тому, что ген, у которого промотор метилирован, его транскрипция подавляется. То есть МРНК перестает считываться. Но это не все возможные варианты, за счет чего может происходить подавление считывания МРНК. Но это один из возможных вариантов, и как бы это важно, потому что дальше я буду касаться вот определенных методов, касающихся в том числе метилирования. Ну и важно тут не забывать, и это будет важно на самом деле, об этом важно будет вспомнить в следующей лекции, что на самом деле МРНК и белки, они у нас деградируют с определенной скоростью. И в принципе скорость деградации клеткой тоже регулируется. И на самом деле в конечном итоге деградация и того, и другого, и МРНК, и белков, она будет влиять на конечное выполнение функции. Итак, вернемся немножко назад, опять же, к тому к более-менее известным вещам, но я все же все-таки напомню для тех, кто, может быть, немножко подзабыл, а может быть, не изучал все это в деталях в университете. Итак, если мы посмотрим на ДНК, да, у нас ДНК упакована в хромосомах, и структура гена, ну, в общем и целом, представляет себе, как бы, если у нас вот эта вот линия есть, линия ДНК, да, в хромосоме, у нас есть некоторый участок, который является промотором гена. Промоторы генов не являются универсальными, у каждого гена свой промотор, он может быть разной длины, может содержать очень разное количество элементов. Собственно, за счет этого у нас, ну, условно, промоторную часть можно назвать такой инструкцией для клетки, в каких условиях данный белок должен считываться. Важно отметить, что у одного гена может быть несколько промоторов, и они могут, опять же, работать в разных условиях. Опять же, у нас гены кодируются, кодирующая последовательность разделена условно на две части. Это экзоны и интроны. То есть у нас экзоны – это то, что потом войдет в РНК, и интроны – это то, что не является кодирующим, и вырезается, собственно, в процессе спайсинга. То есть у нас, когда считывается pre-МРНК, да, она считывается вместе с интронами, а потом специальные ферменты, сплайсосома, или как бы ферментативный комплекс, да, он вырезает вот эти вот фиолетовые кусочки, и, собственно, получается зрелая МРНК, внутри которой у нас важно отметить, что не вся МРНК является кодирующей, в том смысле, что белковая часть, она считывается не от начала до конца прям, да, а у нас есть некодирующие части, которые могут быть в начале и в конце. А кодирующая, она есть только где-то там в средней части. И вот эти вот кусочки, которые здесь вот есть в начале и в конце, которые как бы не нарисованы, они нужны как раз для того, чтобы регулировать трансляцию данной МРНК и ее стабильность в клетке, то есть скорость, с которой она будет деградировать. Итак, вот если перейти немножко к тому, чем занимается вообще молекулярная биология, да, как бы если мы переходим как бы к тому, что мы вообще делаем. В большинстве случаев как бы можно выделить основные 4 цели, которые преследуются в том числе в нейробиологии. Это первое – это поиск молекулярных маркеров некоторых процессов, то есть мы ищем некоторые либо МРНК, либо просто РНК, может быть, не кодирующие, либо белки, которые являются маркерами определенного процесса. Следующее – это описание молекулярных механизмов, лежащих в основе некоторых процессов. Ну, примером такого молекулярного механизма может являться вот это вот то, что я описывал. Это сначала транскрипция, это то, как считывается ген. Да? То есть у нас как бы происходит транскрипция, сплайсинг, потом трансляция, потом как бы получение белка и выполнением какой-то функции. Да? Молекулярные механизмы, они, собственно, как бы подразумевают, что мы будем смотреть в том числе, как взаимодействуют различные белки, различные РНК. И я коснусь, собственно, в своей лекции, в том числе тех методов, которые у нас используются для этого.
Следующее – это выяснение функциональной роли гена и его вариантов. Важно понимать, что на самом деле как бы генов очень много, и для каждого гена на самом деле это достаточно сложная задача выяснить то, какую функциональную роль он играет, потому что в разных клетках он может играть ее разные роли, это первое. И второе, а, в разных условиях он может тоже проявляться по-разному. Соответственно, как бы это достаточно такая сложная задача выяснить все эти функции, возможные взаимодействия, которые может нести данный ген вообще в организме. И кроме того, последнее – это а, вещь очень похожая на второй пункт – это поиск молекулярных механизмов компенсации утраченной функции. Последнее очень важно, потому что мы как бы оказываемся в ситуации очень часто исследования различных патологий. И когда мы исследуем патологии, то мы уже оказываемся в ситуации, когда какая-то функция утрачена или изменена, и толком мы не очень себе представляем, что на самом деле утрачено, но мы знаем, что что-то поломалось, собственно, мы хотим как бы каким-то образом либо это компенсировать, либо понять, каким образом вот эта утраченная функция может быть компенсирована какими-то другими функциями, которые организм уже имеет. И, соответственно, как бы это, в принципе, важно для того, чтобы понимать, ну, возможно, вырабатывать какие-то потенциальные терапевтические воздействия. Да? И, в принципе, поэтому я выделил ее в виде некой отдельной задачи. Итак, у нас есть методы анализа нуклеиновых кислот, да, как бы две основные из них – это ДНК и РНК. Соответственно, самый основной метод, на котором основан практически весь анализ нуклеиновых кислот, это метод ПЦР, полимеразной цепной реакции. Собственно, я чуть позже расскажу, как он устроен. Есть условно, их можно разделить на два типа. Это количественный и качественный. Качественный – это когда мы просто смотрим наличие данной последовательности РНК в образце, или там ДНК в образце, если точнее. То есть есть она или нет. Нам достаточно выяснить, присутствует она или нет. Если мы хотим какую-то количественную оценку, то в таком случае используется количественный метод ПЦР, который включает в себя в том числе цифровой ПЦР, как бы как вариант такой. Смысл количественного метода, он позволяет нам сравнить количество определенного генетического материала в разных образцах. То есть посмотреть, как бы больше у данного, там, например, РНК, данного какого-то целевого гена в одном из образцов или меньше, и, соответственно, сделать какие-то выводы о том, как протекают какие-то процессы. Следующий метод – это инситу гибридизация. Я остановлюсь и расскажу по нем чуть подробнее. Следующий метод – это секвенирование. В основном я буду говорить про то, что называется секвенирование нового поколения, или по-английски Next Generation Sequencing, или как его так по-русски называют НГС. Ну и последнее – это масс-спектрометрия. В основном масс-спектрометрию используют для того, чтобы… Ну, его на самом деле используют в комбинации в последнее время с другими методами, в том числе с методами секвенирования. В основном его используют для того, чтобы определять различные модификации нуклеотидов. Штука в том, что, ну, как я уже сказал, например, есть такие вещи, как метилирование ДНК и метилирование РНК. Причем вот важно отметить, что метилирование РНК оно происходит не только самих нуклеотидов, но и, в принципе, самого сахарофосфатного остова. То есть у нас как бы вот это вот рибозный остов, на котором у нас крепятся нуклеотиды, он может быть тоже метилирован. Это тоже будет влиять на определенные функциональные свойства РНК. И, соответственно, как бы модификаций нуклеотидов на самом деле намного больше, и, в принципе, масс-спектрометрия, она позволяет зачастую как бы находить какие-то новые модификации, промежуточные модификации, которые тоже по-своему могут как-то влиять на определенные
функции данных нуклеотидов. Итак, если мы остановимся чуть подробнее на ПЦР. Значит, ПЦР, в принципе, у нас изначально используется в большинстве случаев для того, чтобы исследовать РНК. Но в методе полимеразной цепной реакции основным ферментом является ДНК-полимераза, то есть фермент, который работает с ДНК. И для того, чтобы как бы вот преодолеть этот вот разрыв между тем, что нам интересна РНК, а фермент работает только с ДНК, нам нужно превратить РНК в ДНК. Да? Для этого используется тоже как бы специальная реакция, это реакция обратной транскрипции, внутри которой мы берем смесь нашей РНК, да, ну, здесь как вот пример приведена вот эта вот синенькая линия, на которой насажены нуклеотиды. К этой смеси мы добавляем затравку из ДНК уже, которая комплементарно связывается. И при добавлении специального фермента бактериального ревертазы, или там он может быть разный, бактериальный, может быть вирусной природы, там используются различные. Соответственно, как бы ревертаза у нас начинает брать из раствора нуклеотиды, которые мы туда добавили, и, соответственно, достраивать вторую цепь. И у нас таким образом получается, что есть РНК, и получается комплементарная ей ДНК, одноцепочечная. Соответственно, с этой одноцепочечной ДНК у нас ДНК-полимераза уже может работать. И таким образом мы уже, используя вот именно эту зелененькую матрицу, можем поставить полимеразно-цепную реакцию. Значит, как она устроена? Здесь, в принципе, у нас... Я взял просто картинку, честно признаюсь, из Википедии. Там это может, в принципе, прочитать любой человек, да. Но поскольку это основной метод такой, и все-таки про методы молекулярной биологии рассказывается, как это в основном устроено? Если у нас есть некая матрица ДНК, и мы хотим просто увеличить количество копий какого-то фрагмента ДНК. Да? Каким образом это делается? То есть мы смешиваем вот наш образец, содержащий ДНК, добавляем туда одиночные нуклеотиды, добавляем вот эту самую ДНК-полимеразу и, собственно, добавляем праймеры. Праймер – это специальный такой кусочек нуклеотида, маленький, тоже ДНКовый, который комплементарен нашему фрагменту. Причем как бы он комплементарен концам этого фрагмента. То есть вот если мы посмотрим то, что нарисовано у нас здесь, да, то есть как бы один праймер отжигается на одну цепь, другой праймер отжигается на другую цепь, и они как бы фланкируют, вот если посмотреть на конечный продукт, они как бы фланкируют, ограничивают с двух сторон, да, вот как бы некий целевой наш продукт, который получается в результате ПЦР. Соответственно, как бы основные, почему она, собственно, называется полимеразная цепная реакция, да, то есть у нас идет циклирование, повторение некоторых определенных циклов реакции, в результате которой что у нас происходит? Сначала мы плавим ДНК, потом охлаждаем смесь для того, чтобы праймеры, которые у нас есть, они отожглись, как говорится, ну или так, скажем так, комплементарно провзаимодействовали с ДНК, после чего у нас нуклеотиды, которые есть в растворе, полимераза просто садится сюда на праймер, на эту затравку, и, соответственно, она берет нуклеотиды из раствора и просто достраивает комплементарную цепь. И, соответственно, поскольку у нас есть две цепи ДНК, то мы как бы получаем сразу два продукта. Ну, в случае, как бы, когда нас интересует именно РНК, первый цикл, он будет на самом деле себя включать как бы одноцепочечную РНК, потому что одноцепочечную ДНК, потому что мы, в принципе, изначально имели дело именно, ну, мы получили в результате обратной транскрипции именно одну цепочку ДНК. То
То есть у нас как бы будет не вот такая вот структура, а и ровно ее половинка. Но все равно с нее как бы один праймер отожжется, да, и мы сможем достроить вторую цепь в результате вот первого цикла. Ну и, соответственно, что мы дальше делаем? Мы дальше эти циклы повторяем, плавим получившиеся продукты, опять же праймеры отжигаются, опять же полимераза садится и делает все то же самое. Ну и, соответственно, в зависимости от того, какое количество циклов мы получим определенное количество продуктов. И оно, собственно, будет равняться 2 в степени n. То есть в результате каждого цикла у нас происходит просто удвоение числа копий. Что мы дальше делаем? В принципе, когда мы изначально подбирали праймеры, мы можем изначально сказать, какого размера получится вот этот результирующий продукт, который называется ампликон. Да? И если мы возьмем гель и просто внутри нанесем на гель вот этот вот фрагмент и просто сделаем электрофорез, в результате которого у нас просто в геле произойдет разделение вот этих продуктов, то мы сможем увидеть, собственно, наличие вот этого продукта в определенном месте геля. И если у нас там внесен маркер, который позволяет нам определить размер продукта, то мы, собственно, сможем оценить, как бы тот продукт получился, который нам нужен, или нет. Это как бы это, в принципе, как бы результат, который получается в результате качественного ПЦР. То есть да, нет. Все, что мы как вариант, ответ, который мы хотим получить в результате своего эксперимента. Данный эксперимент можно проводить точно так же еще для того, чтобы оценить количество. Есть несколько вариантов количественного ПЦР. Самый простой из них и наиболее распространенный – это вариант, в результате которого у нас происходит следующее. Вот в эту вот смесь, которая у нас присутствует изначально, добавляется специальный краситель интеркалирующий. То есть это краска, которая встраивается в двухцепочечную ДНК. И при встраивании в двухцепочечную ДНК она начинает флуоресцировать. Соответственно, что мы можем делать? Мы можем просто мерить флуоресценцию раствора и увидеть, каким образом у нас интенсивность флуоресценции раствора от цикла к циклу меняется. Тогда, используя этот метод, мы сможем сравнить количество гена интереса, который был у нас, например, в двух разных образцах. Что мы сделаем для этого? Мы скажем, что как бы у нас есть некоторая флуоресценция, некоторый уровень флуоресценции. Просто мы его можем выбрать определенным произвольным образом, сами для себя, что называется, как бы задать, что вот нас интересует вот уровень флуоресценции вот такой вот. И смотрим, как бы на каком цикле у нас будет достигнут этот уровень флуоресценции обоими образцами. То есть, грубо говоря, у нас флуоресценция начнет расти в каждой из реакционных смесей, но если у нас изначально количество целевого гена было одинаковое, то вот этот вот пороговый уровень, он будет достигнут на одном и том же цикле примерно. А вот если у нас изначально было разное количество, то мы увидим, что там, где было больше, то количество вот этого целевого продукта, достигающего некого нашего порогового уровня, оно будет достигнуто раньше. А если меньше, то позже. Соответственно, как бы на этом основана техника ПЦР в реальном времени или там количественный ПЦР в данном случае. И таким образом мы, просто сравнивая два образца и вот эти вот циклы, на которых были достигнуты вот это вот целевое значение флуоресценции, можем сравнивать два образца. Но тут есть как бы какая очень тонкая материя.
Когда мы работаем с реальными объектами, да, например, берем фрагменты мозга, да, и выделяем из них РНК, то может оказаться так, что фрагменты мозга, которые мы взяли, ну, они, вообще говоря, не идентичны. И в них просто, ну, тупо разное количество клеток. Из разного количества клеток у нас выделится разное количество РНК. И, естественно, когда мы поставим ПЦР, окажется, что, ну, как бы в том образце, где у нас было больше клеток, у нас, ну, естественно, как бы поднялось все раньше. А там, где меньше клеток, там меньше. Ну и таким образом мы получим такой тупой артефакт, связанный с тем, что как бы, ну, как бы криво собрали, криво померили, ну, криво получили. Соответственно, как бы это как-то нужно от этого избавиться. Соответственно, для того, чтобы от этого избавиться, когда делается количественный ПЦР, в параллель с целевым геном в других пробирках те же самые образцы, в них ставится ПЦР на некоторые гены, обычно это гены домашнего хозяйства, то есть это как бы гены, которые экспрессируются в клетках всегда, потому что они им нужны. Например, там какие-нибудь ферменты гликолиза, какие-нибудь белки цитоскелета и так далее. То есть они как бы есть всегда, ну и предположительно они экспрессируются на более-менее стабильном уровне. Я чуть позже, ну, про это немножко скажу тоже, как бы, потому что тут может возникать, собственно, определенная проблема. Вот. А, То есть я вот к этой проблеме, вот этой вот нормировки ПЦР, я чуть позже про нее расскажу. Сейчас просто остановимся, перейдем к следующему методу. Это так называемая инситу гибридизация. Да, 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 да. А эти праймеры, да, вот эти фиолетовые праймеры, которые заданы, показаны на рисунке, да, они просто подбираются экспериментатором для целевой последовательности РНК. Да, ну можно потом просто, да, после, собственно, лекции можно будет время задать вопрос. Соответственно, следующий метод – это инситу гибридизация. Основной принцип инситу гибридизации какой? Если у нас есть, опять же, определенная нуклеотидная последовательность, как вот она вот здесь показана, да, и мы просто искусственно синтезируем последовательность, которая к ней комплементарна, и на эту последовательность насадим определенный маркер, который мы знаем, да, и, например, к этому маркеру у нас есть еще и антитела, то мы сможем сделать следующее. То есть мы как бы можем добавить вот это вот наш зонд, да, который мы синтезировали, к нашим образцам, потом покрасить, например, антителами и увидеть как бы наличие или отсутствие определенной последовательности ДНК или РНК в наших образцах. На самом деле как бы есть два варианта такого как бы условного ДНК-гибридизации и РНК-гибридизации. То есть важно тут что? Что у нас в клетках есть, понятное дело, ДНК. И все знают, что у нас есть диплоидный набор хромосом. И вот если мы посмотрим на вот эту вот картиночку, которая у нас здесь показана совсем слева, голубым, собственно, покрашена просто вся ДНК в клетке. И это ядро. И видно, что вот здесь у нас есть несколько точечек. Это две красные точечки, две желтые точечки, две зеленые точечки. Да, вот две зеленые точечки, вот эти вот, и две синие точечки. Соответственно, как бы, что здесь было сделано? И здесь были добавлены специальные нуклеотидные последовательности. Там дальше антителами не докрашивалось, просто там у самого зонда были вставлены нуклеотиды, которые имели флуоресцентную метку. И нуклеотиды были очень-очень длинные. Соответственно, эти нуклеотиды, они отожглись на определенной последовательности в хромосомах. Поскольку эти последовательности присутствуют у нас в ядре в двух копиях, то есть у нас как бы есть одна хромосома и есть ей
и есть вторая хромосома, содержащая тот же самый, то есть у нас как бы две аллели, да, то, естественно, у нас будет две копии. И это вполне себе нормально. То есть у нас как бы две копии одного гена, две копии другого, две копии третьего, две копии четвертого. И это, в принципе, более-менее стандартная ситуация, которая у нас есть в клетках. Справа приведена фотография, микрофотография, в которой будет сделана та же самая гибридизация теми же самыми зондами, но здесь в данном случае представлена раковая клетка. Ну и вы можете видеть, что копийность генов там оказывается очень сильно нарушена. Ну, тут можно сказать, что как бы, ну, какое это отношение все имеет к мозгам. У нас же там копийность генов не меняется, все стабильно, клетки не делятся, и вообще можно про это забыть. На самом деле это не так. В принципе, важно понимать, что вообще говоря, геном – это вещь достаточно сильно меняющаяся. И если клетка у нас не делится, это не значит, что геном в ней не меняется. В принципе, с точки зрения вот, ну, патологии особенно, может быть важно такой пример, например. Если известные есть работы, которые показывают, что, например, если мы будем исследовать мозг постмортем образцы людей, перенесших болезнь Альцгеймера, да, то окажется, что, ну, я думаю, все плюс-минус слышали о том, что при болезни Альцгеймера в мозге накапливаются амилоидные бляшки, да, то есть это такие агрегаты из небольших пептидов амилоидных. И, собственно, этот амилоидный пептид, он образуется из белка предшественника амилоида. И вот оказалось, что на самом деле, если вот сделать вот такую ДНК-гибридизацию на ген, кодирующий белок предшественника амилоида, то выяснится, что на самом деле в мозгах больных очень легко обнаруживаются ядра нейронов, в которых есть множественные копии белка предшественника амилоида, гена белка предшественника амилоида. То есть, грубо говоря, если бы мы сделали вот эту вот гибридизацию, то мы увидели бы не две точечки, как должно быть, а их на самом деле намного больше. То есть у нас увеличение числа копий гена может происходить даже в клетках, которые не делятся, и казалось бы, в них все очень супер-дупер стабильно. На самом деле это не так. В принципе, как бы это такое большое поле для исследований. Просто исследовать данную область очень сложно и как бы очень время затратно, и, кроме того, еще и дорого. Поэтому этим мало кто занимается. Хотя, в принципе, как бы наверняка много еще открытий чудных нам готовит исследование того, как меняется геном клеток мозга вообще вот, во время жизни. Следующий, если переходить как бы к вариантам методов, у нас есть вариант РНК-гибридизации, да, когда у нас, теперь мы знаем, что как бы у нас есть множество копий РНК, которые считываются с генома, и мы хотим посмотреть, где же у нас эта РНК расположена. В данном случае как бы мной выбран пример, просто достаточно простой. Здесь представлены фотографии среза мозга, в котором, собственно, сделана РНК-гибридизация на два ранних гена, это сифоз и АРК. Собственно, что здесь сделано? Вот это вот мозги контрольных животных. Соответственно, вот это вот мозги, которым укололи каиновую кислоту примерно через час после укола. Мы можем увидеть, что вот ранний ген сифоз, количество РНК его по всему мозгу, ну, то есть вот кора, гиппокамп, там какие-то таламические структуры, она повышается, интенсивность окрашивания увеличивается. Схожая картина видна по другому, например, гену ARC, но видно, что картина разная, то есть как бы захватываются разные структуры, то есть, например, если здесь видно, что, например, таламические структуры захватываются, то здесь нет. Да? То есть это как бы позволяет взглянуть на экспрессию генов прямо так сказать поструктурно. Не брать кусочки ткани, не ставить в них ПЦР, да, а прям вот так вот увидеть, что же там происходит. Я думаю, что многие знают, особенно среди тех, кто молекулярной нейробиологией занимается, из слушателей, а есть
кто не занимается, то узнает сейчас, что, в принципе, есть очень большой атлас, называемый Allen Brain Atlas, в котором это большая база данных, в которых, собственно, сделаны гибридизации РНК, а, и можно посмотреть просто в каких структурах, где экспрессируются какие гены. Это сделано для мозга мыши. А, И это сделано не просто для какого-то одного возраста, это можно посмотреть в процессе генеза, как меняется в разных структурах присутствие разных генов. Это сделано для очень большого числа генов. Это, в принципе, достаточно полезная информация. И сейчас, в принципе, появляется также информация, касающаяся мозга человека, сделанная с подобными же методами. Но потихоньку этот метод, он вытесняется. Вот именно когда нам нужно исследовать просто наличие РНК, не как вот здесь сделано, а такое вот явное сравнение, когда мы можем увидеть разницу между контролем и опытом, а, что вот у нас как бы здесь присутствует, а здесь отсутствует, да. А когда нам нужна просто качественное описание, да, нет, да, то вот этот метод, он сейчас потихоньку вытесняется методом секвенирования единичных клеток, когда просто выделяются единичные клетки из мозга, и там прочитываются все РНК. Ну, я чуть попозже про это вот следующим слайдом сейчас расскажу. Вот. Соответственно, как бы один из недостатков этого метода, который вот, ну, здесь явно не виден, он заключается в том, что на самом деле, если изначально РНК, вашего целевой РНК было очень немного в клетках, то использовать этот метод очень проблематично. То есть как бы есть всевозможные модификации, которые там позволяют увидеть, но вот такое впрямое использование РНК-гибридизации без всяких усиливающих, скажем так, модификаций, он очень слабо чувствительный. Но, тем не менее, вот перейдем к следующему методу. Это метод секвенирования нового поколения, так называемый НГС. Здесь у меня приведена, в принципе, схема секвенирования РНК, но все остальные, на самом деле, секвенирования, выполненные по принципу НГС, они очень похожи, на самом деле. Я далее немножко скажу по поводу того, какие существуют варианты вот НГС, вообще, которые используются в том числе в нейробиологии. Итак, как, собственно, выглядит основная схема этого эксперимента? То есть мы точно так же, как и для экспериментов с ПЦР, из образцов выделяем РНК, потом мы синтезируем из этой РНК КДНК, то есть мы делаем, просто делаем ту же самую обратную транскрипцию. Ну и кроме того, в большинстве случаев НГС все РНК, которые, или там вся КДНК, которая получается, мы ее фрагментируем, и потом вот эти полученные маленькие кусочки, они секвенируются. Методов секвенирования существует несколько, и я в данном случае в детали вдаваться не буду, потому что как бы это займет на самом деле очень много времени. Соответственно, как бы важно понимать, что когда мы секвенируем в данном случае, данные, которые получаются, это не просто последовательность буквок А, Т, Г, С, да, а это весьма специфические данные, которые говорят, что в данном риде или да, в данном прочтении, да, вот в этом коротком фрагменте, который прочитал секвенатор, у нас каждой буковке, которая прочитана, к ней указывается, с какой вероятностью данная буква стоит в данном риде на данном месте. То есть это не абсолютно строгое утверждение, заключающееся в том, что у нас условно, если мы прочитали 100 нуклеотидов, то там у нас на 100% стоят именно те буквы, которые там стоят. Они стоят там с некоторой вероятностью. Поэтому как бы дальше начинается очень такая сложная задача, заключающаяся в том, чтобы понять, а чего же мы на самом деле прочитали и что это все значит. То есть, ну, как бы, как у нас любят говорить, важно не как проголосуют, важно, как посчитают. Вот, ну, собственно, как бы тут тоже важно не как отсеквенируют, а важно, как потом посчитают. Значит, что после этого делается?
Можно делать разные вещи. Они заключаются в том, что первый, самый простой, заключается в том, что, в принципе, к настоящему времени, например, геном человека, он прочитан полностью, геном мыши, ну, он более-менее прочитан, геном крысы прочитан намного хуже, но все же прочитан. Геномы разных организмов, на самом деле, прочитаны с разной степенью точности, но, тем не менее, они хотя бы в какой-то степени прочитаны. В таком случае мы можем взять вот этот вот самый геном и сделать следующую манипуляцию. Просто посмотреть а, те фрагменты, которые вот у нас прочитались, на какие участки уже описанные генома, каким участкам уже описанного генома они комплементарны, да, или идентичны. Таким образом, у нас как бы получается, что мы раскидываем наши получившиеся вот эти прочтения по уже аннотированным генам и можем сказать, что какие-то вот у нас вот эти маленькие фрагментики, они соответствуют каким-то участкам нашего гена. Кроме того, можно увидеть, что в принципе, поскольку щепление происходит фрагментов произвольным образом, то получившиеся прочтения, они будут в какой-то степени сдвинутыми относительно друг друга. И таким образом мы, имея вот такие вот немножко сдвинутые прочтения, можем пробовать собирать те последовательности, которые вообще были в образце, но они не были, например, аннотированы. Да, то есть как бы их не было в описании генома. Но это на самом деле тоже достаточно сложная задача, поскольку все это носит вероятностный характер, то ну, с определенной степенью вероятности можно собрать очень длинные, но абсолютно несуществующие транскрипты, которые как бы не имеют никакого смысла. А, Важно также вот понять, что как бы, поскольку мы знаем, что вот если вот у нас есть ген, у него есть интроны, есть экзоны, которые вот и экзоны выделены у нас здесь квадратиками, да, то некоторые риды, они будут, поскольку интрон вырезается, то, соответственно, некоторые риды, они будут, собственно, одним кончиком здесь лежать, другим кончиком здесь, и то есть у нас как бы получится такое вот соединение, собственно, показывающее, действительно доказывающее, что такой сплайсинг происходит. Также важный момент, про который я немножко буду говорить, что когда делаются подобные секвенирования, выясняется, что часть прочтений, оно ложится в интроны. То есть оказывается, что РНК, которую мы выделили из нашего образца, она очень часто содержит, как ни странно, фрагменты, которые вообще к РНК не имеют никакого отношения. То есть, ну, предполагается, что, по всей видимости, мы поймали РНК в тот момент, когда оно еще было в ядре и еще не успело сплайсироваться. То есть вот этот кусочек, который там был, он не вырезан. Но, может быть, это имеет немножко другой смысл, и я как бы тоже по этому поводу чуть дальше скажу, как бы, зачем, что это может значить. Итак, вот после того, как мы получили подобную картинку, мы можем попробовать сравнить наши образцы. Да? То есть как бы мы сделали секвенирование в нескольких образцах, и для каждого из них вот подстроили какую-то подобную картинку. Количество вот этих вот прочтений, которые упало на какой-то определенный ген, мы можем их определенным образом тоже отнормировать. То есть тут важно понимать, что на самом деле, опять же, та же проблема, что если мы взяли чуть больше клеток, приведет к тому, что у нас может возникнуть проблема, связанная с тем, что мы там добавили чуть больше РНК, это чуть больше РНК привела к тому, что у нас здесь стало чуть больше ридов в одном образце, и кроме того, как бы мы не можем точно задать, сколько прочтений у нас будет на один образец вообще в принципе. То есть если у нас читается один образец очень большим покрытием, а другой читается очень маленьким, то есть у нас как бы заранее количество ридов на образец, оно меньше, то может возникнуть тот же самый перекос, что, грубо говоря, там, где мы читали очень детально, у нас ридов будет больше, падающих на ген, а там, где читали менее детально, то у нас их там стало меньше. И вроде как возникла какая-то там иллюзия того, что
Соответственно, для того, чтобы этой иллюзии не было, да, производятся специальные всевозможные нормировки, учитывающие там размеры библиотек, размеры количества прочтений там, и так далее. В результате мы получаем некое финальное число, которое характеризует количество прочтений, ложащихся на данный ген в данном образце. И в большинстве случаев, если как бы вы сталкивались со статьями, в которых считалась какая-то дифференциальная экспрессия генов с помощью НГС, то вот там представляются такие картинки. Да, ну вот я вставил сюда результаты нашего, собственно, НГС, который делался. Здесь для примера приведены данные по сравнению двух частей гиппокампа, дорсального и вентрального, то есть вот образцы, которые здесь вот черненькой полосочкой обозначены. Это образцы дорсального, зелененькое – это вентрального гиппокампа. Ну и, соответственно, как бы здесь приведены, например, в относительной шкале количество вот этих самых прочтений между образцами. То есть у нас каждый квадратик – это один образец мозга, один образец, ну, в данном случае там вентрального или там дорсального гиппокампа. Ну и, соответственно, как бы вот здесь вот у нас это дорсальные гиппокампы разных животных, а это вентральные гиппокампы тех же самых разных животных. Ну вот что мы можем увидеть? Вот, например, ген тирозин гидроксилазы. Да, мы можем видеть, что как бы в вентральном гиппокампе его количество явно больше в большинстве животных, чем в дорсальном гиппокампе. Или, например, там количество дофаминового рецептора первого типа, опять же, количество прочтений вентрального в большинстве случаев больше, чем в дорсальном. То же самое касается там пятого типа и второго. А что касается, например, четвертого и третьего, то картина уже не столь очевидная. Естественно, для сравнения данных количеств используются различные статистические критерии. То есть как бы у нас получается в одном случае массив данных, в другом случае массив данных, и мы можем, используя различные статистические критерии, сравнить и получить некую степень достоверности того, что один массив данных отличается от другого. И, соответственно, делать какие-то выводы. Важной особенностью вот этого метода НГС является то, что, в принципе, он зачастую дает, ну, достаточно хорошую достоверность по получаемым результатам и достаточно большую точность, но все-таки считается необходимым перепроверять получаемые результаты с помощью других методов, таких как, например, количественный ПЦР, который является, ну, в данном случае все-таки более точным. То есть нам, как бы, если мы хотим быть абсолютно уверенным в том, что этот результат не является неким артефактом, да, то все равно нам нужно другим методом это все-таки подтвердить. Итак, у нас есть разные варианты НГС. Итак, первый, самый простой, как бы я рассмотрел, это РНК-секвенирование, наиболее популярный. Зачем он нужен? Он нужен для изучения дифференциальной экспрессии генов. Ну и, как я сказал, можно из вот этих вот прочтений собирать новые транскрипты. И, в принципе, как бы в нейробиологии это активно используется. Сейчас используются методы РНК-секвенирования единичных клеток, то есть как бы мозг разбивается на суспензию клеток, каждая клетка засовывается фактически в секвенатор и прочитываются все РНК, которые есть в данных клетках. Существует очень большое количество баз данных, позволяющих взглянуть на то, как характеризуются клетки разных субпопуляций головного мозга, разных ядер, и можно как бы посмотреть и ориентироваться на то уже как бы какими функциональными особенностями обладают те или иные клетки, там, я не знаю, коры, там, каких-то других частей головного мозга, какие-то там ядра, например, там черная субстанция, там голубое пятно, амигдала и так далее. То есть на самом деле как бы для очень большого числа структур головного мозга, мышей, естественно, это все выполнено. То есть как бы про человека, конечно, мы знаем очень мало в этом отношении. Следующий вид секвенирования, который, ну, тоже так известен, это бессульфитное секвенирование, связанное с тем, что, как бы вот я сказал в самом начале, у нас ДНК может быть метилирована. И метилирование происходит в основном в областях промоторов. То есть это области, в которых у нас, которые определяют, будет считываться ген или нет.
На чем основан этот метод? Этот метод основан на том, что если мы выделим ДНК из образца, а потом его обрабатываем бисульфитом, то цитозины, которые не метилированы, они превращаются в урацил. А это аналог тимидина, то есть если мы будем вот говорить вот этими буквами АТГЦ, да, то буквы С превратятся условно в буквы Т. И в таком случае мы как бы, если мы отсеквенируем наши образцы, то мы увидим, что мы сможем специальными, ну тут уже как бы достаточно сложная такая математика за этим всем стоит, специальными методами распознать процент метилированных и неметилированных цитозинов. И, например, если мы видим при сравнении образцов, что, например, какое-то воздействие приводит к тому, что уровень МРНК, например, начинает какого-то гена падать в образцах, то можно сделать предположение о том, что, например, данный ген, промотор данного гена начинает метилироваться. Можно ли это проверить? Да, это можно проверить. Ну, вот, собственно, один из способов – это вот такое бисульфитное секвенирование, в результате которого мы можем посмотреть изменение состояния метилирования промотора нашего целевого гена. Следующий метод, который здесь мне написан, это атак-сек. Что в этом методе делается и зачем он нужен? Штука в том, что на самом деле считывание генов, оно определяется не только вот этой вот промоторной последовательностью, да, на которой, собственно, у нас собирается весь транскрипционный комплекс, который потом считывает РНК, который синтезирует РНК. Штука в том, что на самом деле регуляторов очень много, реально очень много регуляторных последовательностей. Они не обязательно содержатся в промоторной области. И кроме того, ДНК – это такая достаточно сложная молекула, поскольку в ней как бы… И она не всегда уложена как двойная спираль в буквальном смысле, в том смысле, что у нас две ниточки, которые всегда идут параллельно друг другу. На самом деле как бы они по-всякому там изгибаются, формируют какие-то дополнительные структуры, и хроматин в клетках упакован очень сложно. И часть хроматина находится в активном состоянии, другая в неактивном. И, собственно, та часть, которая неактивна, она очень плотно упакована и вообще является недоступной для большинства белков, которые могут чего-то там регулировать в клетке. В таком случае мы оказываемся в ситуации, что, грубо говоря, а было бы хорошо посмотреть, как у нас на самом деле хроматин, он в каких участках доступен, а в каких недоступен. В этом случае как бы мы можем сделать как? Мы можем просто добавить фермент, который будет носить случайные разрывы. И посмотреть, как бы, вот где он внес, а где не внес. Соответственно, как бы это вот делается с помощью этого метода, то есть добавляется фермент, а потом просто получившаяся каша секвенируется и смотрится, как бы, где у нас чего порезалось. Соответственно, таким образом мы можем выявить сегменты хроматина, которые были наиболее открыты и доступны. То есть туда с наибольшей вероятностью будут привлекаться различные регуляторы транскрипции или там какие-то факторы, которые могут сесть и чего-то там регулировать. Следующий метод – это вот эти вот 3C, 4C, 5C и High-C. Это различные модификации методов, которые, в принципе, идеологически очень схожи к атак-секу, но что они делают? Поскольку у нас ДНК в ядрах и в ядрах нейронов и там глиальных клеток, она на самом деле, с одной стороны, вроде как содержится в хромосомах, но эти хромосомы на самом деле не плотно упакованы. Ой, извините, как обычно это бывает, как вот показывается зачастую в учебниках, что вот у нас есть хромосома, в ней вот так вот все структурно упаковано, и, соответственно, как бы вот эти хромосомы аккуратненько лежат друг рядом с другом и как бы никак друг с другом не взаимодействуют. На самом деле, как бы это все очень так лежит в качестве какой-то такой очень сложной перемешанной структуры, и домены одной хромосомы могут взаимодействовать с доменами другой, что может приводить к тому, что транскрипционный фактор, севший на один участок одной хромосомы, может регулировать транскрипцию в другом участке другой хромосомы. Для того, чтобы вот как бы исследовать такие сложные взаимодействия внутри ядра, используются вот эти вот методы, которые вот, собственно, вот здесь указаны, вот, начиная с 3C. Да?
Ну, очень грубо, что там делается, там добавляются различные фиксаторы, которые фиксируют хроматин в том состоянии, который есть, после чего специальными манипуляциями выделяются те области, которые расположены очень близко друг к другу. И после этого вот эти вот области просто секвенируются и смотрится, как бы, какие домены а, хромосом были очень близки друг к другу и могли участвовать в взаимной регуляции. Следующий метод – это чипсек. Это сокращение от хроматин иммунопрецепитейшн, секвенирование, да, то есть как бы происходит иммунопрецепитация хроматина. Что это такое? Это, в принципе, как бы метод очень похожий, опять же, но основанный немножко на другом. Итак, хроматин у нас представлен очень сложной структурой. То есть у нас там есть белки, которые взаимодействуют с ДНК. Окей, ну, как я уже говорил в начале, одними из белков являются гистоны. Гистоны могут быть очень сложно модифицированы, то есть у них есть очень большое количество модификаций, различных ацетилирований, метилирований по разным остаткам. И сейчас уже считается, ну, практически доказанным, что определенные модификации гистонов, они ассоциированы с определенными фрагментами ДНК, в том смысле, что есть участки, есть модификации гистонов, которые ассоциированы, например, с активными промоторами или, например, с сайтами терминации транскрипции, сайтами посадки определенных транскрипционных факторов. И в принципе, мы можем, исследуя то, как у нас меняются расположение модификаций гистонов относительно ДНК, делать какие-то выводы о том, какие гены у нас активируются, что у нас вообще как бы происходит с аппаратом транскрипции. Кроме того, как бы есть другие белки, есть множество разных транскрипционных регуляторов и транскрипционных факторов, которые активируют или усиливают транскрипцию. Они тоже связываются непосредственно с ДНК, с некоторыми последовательностями ДНК, часть из которых описана. И, соответственно, что мы можем сделать? Мы можем взять антитела, которые селективно распознают либо определенные модификации гистонов, либо просто транскрипционные факторы. И сделать следующее. С помощью этих антител вытащить вот этот вот гистон с определенной модификацией и ту ДНК, которая с ней связана. Соответственно, после этого вот эти фрагменты ДНК, которые были связаны с нашим целевым белком, мы можем отсеквенировать. И, соответственно, сравнить образцы, которые нас интересуют. Да? То есть, например, мы произвели какое-то воздействие, например, обучили там животных или укололи им какой-то токсин или что-то еще, и после этого посмотреть, каким образом у нас изменился профиль связывания ДНК с какими-то транскрипционными факторами или с хроматином. Это нам может помочь в интерпретации данных, которые получаются с помощью РНК-секвенирования. То есть если по РНК-секвенированию мы можем увидеть изменения в количестве РНК, то по факту, на самом деле, когда мы видим эти изменения, мы, вообще говоря, не можем сказать, из-за чего эти изменения произошли. То есть, например, у нас произошло увеличение количества РНК в образце. Но из-за чего оно произошло? Оно произошло у нас потому, что транскрипция усилилась? Или у нас просто РНК постоянно деградировала, или у нас перестал работать механизм деградации РНК? Вообще говоря, как бы то, что увеличилось количество РНК, оно ни о чем не говорит. Оно говорит просто, как бы у нас есть некоторый факт, но механизм этого неизвестен. Да? Если мы будем использовать, например, вот чипсек, да, и посмотреть какой-нибудь маркер, который ассоциируется с активными промоторами, да, и посмотреть именно на фрагмент, касающийся, ну, некоторого нашего целевого гена, а, его ассоциированность с маркером активного промотора, и можем увидеть, что представленность такого
такого взаимодействия, да, вот с этим маркером, она увеличилась. Соответственно, это косвенно будет говорить о том, что у нас количество МРНК изменилось не просто так, а произошло именно усиление транскрипции. Так, дальше. У нас есть еще следующий вариант НГС – это рибосомное профилирование, рибосомный профайлинг. Значит, в чем особенность этого варианта секвенирования? В данном случае это вариант РНК-секвенирования, очень похожий на то, что у нас есть в самом начале, про который вот я рассказывал вообще. Он заключается в следующем, что вообще говоря, как бы у нас РНК много всякой в клетке, да, и является ли оно транслируемой, то есть считывается ли с нее в данный момент что-нибудь, вообще говоря, не очень понятно. Но это можно попробовать оценить. Для этого делается точно такая же иммунопрецепитация, в результате которой берутся антитела к рибосомным белкам, и, соответственно, мы можем вытащить рибосомы и посмотреть РНК, которые находятся непосредственно в рибосомах в данный момент. То есть это будет та самая РНК, которая будет транслироваться. И мы можем, собственно, посмотреть, например, такие вещи, как вот если мы обучаем животных, да, посмотреть, как у нас изменяется трансляция каких-то РНК в изучаемых клетках. В чем еще особенность этого метода? Она заключается еще в том, что в данном случае мы можем даже попробовать вытащить рибосомы из определенного типа клеток. То есть мы можем вытащить рибосомы из, например, нейронов или астроцитов, или микроглии, или клеток сосудов. То есть мы можем не просто посмотреть вообще какую-то, как у нас изменяется трансляция каких-то транскриптов где-то там, а здесь мы можем заглянуть селективно в определенный тип клеток. Правда, для этого нам понадобятся трансгенные животные. То есть нам нужно будет тогда пометить рибосомы каким-нибудь специальным маркером, к которому у нас есть антитела. И, собственно, потом за этот маркер вытащить эти рибосомы из того типа клеток, который у нас, собственно, промаркирован. Вот. И, соответственно, таким образом мы можем сравнить не просто как бы некоторый пул транслируемых РНК, но селективно транслируемых в определенном типе клеток. Так, далее. Сейчас я немножко остановлюсь на проблемах, с которыми, вообще говоря, молекулярная биология сталкивается. И, в принципе, мы сталкиваемся, когда исследуем, занимаемся исследованием в мозге. Я прокомментирую сначала детально первую вот эту картиночку, потому что дальше вот эта картинка будет представляться с некоторыми вариациями и с некоторыми комментариями. Итак, здесь просто представлена картинка, на которой изображена часть хромосомы человека. Эта часть хромосомы кодирует ген HTR3B, это серотониновый рецептор 3B. Что мы можем видеть? Мы можем видеть вот эти вот зеленые полосочки и одну фиолетовую. Их всего здесь 5 штук. Это, собственно, аннотированные РНК, которые считываются с данного гена. Что мы можем здесь видеть? Мы можем видеть, что у нас есть вот такие вот прямоугольнички, есть тоненькие линии, которые их соединяют. Или, ну, прямоугольничек даже может быть очень маленький, то есть вот такой тоненькой рисочкой даже. Вот. Что это такое? Как на предыдущих моих рисунках, вот эти прямоугольнички – это экзоны, тоненькие – это интроны. Соответственно, что мы можем видеть? Что один и тот же ген может начинать считываться с разных мест. То есть вот здесь, вот, по крайней мере, показаны 4 разных места. Соответственно, в результате у нас получается немножко разные МРНК. Что мы еще можем сказать про вот этой вот аннотации, про эти РНК? Мы можем сказать следующее. Вот эти вот темно-зеленые фрагменты, да, вот, они относятся к той части РНК, которая является кодирующей, то есть с нее непосредственно считывается белок. А вот эти вот светлые части, которые входят тоже в РНК, они являются не кодирующими, они являются фактически регуляторными. И, соответственно, если мы будем сравнивать, например, вот самый верхний транскрипт, который чуть пониже, то мы увидим, что
Вот здесь вот эта вот рисочка, она светло-зеленая, но здесь вот та же самая является темно-зеленой. О чем это говорит? Или то же самое, вот если мы будем сравнивать вот эти две. Что в одном транскрипте у нас оказывается определенная последовательность не кодирующей, а в другом она является кодирующей. То есть изначально у нас как бы эти транскрипты кодируют очень похожие, да, но все-таки разные белки. Что мы еще можем сказать по этой картинке? Эта картинка нам говорит о следующем. Вот здесь есть обозначение NM, и здесь есть обозначение XM. Что это такое? Вот NM – это тот транскрипт, существование которого проверено и доказано другими способами. А XM – это тот транскрипт, который является предсказанным на основе различных методов анализа генома. То есть, грубо говоря, мы не знаем, существует он вообще говоря или не существует. И транскрибируется он в данном типе клеток, в данной ткани, или не транскрибируется. Мы, вообще говоря, этого сказать не можем. Есть еще одна такая вот последовательность, которая здесь выведена. Это фиолетовая последовательность. Она выделена здесь отдельным таким цветом, потому что она не относится к классу mRNK. Это не кодирующая РНК, но тем не менее она очень похожа по своей структуре и по своей последовательности на кодирующую. Зачем она нужна, никто не знает. И более того, она еще является, кроме того, предсказанной. То есть здесь предсказано, что, возможно, с этого локуса хромосомы считывается не только вот такой вот транскрипт, который является кодирующим, но и вот такой, который является не кодирующим вообще в принципе. Там нету никаких рамок считывания, которые могут нести какую-то осмысленную последовательность, кодирующий белок. Следующий момент. Те, кто работает на людях, очень любят смотреть всякие снипы. Да? То есть это как бы полиморфизмы, которые у нас есть в геноме. То есть это однобуквенные замены, которые могут каким-то образом влиять на что-то. Для того, чтобы как бы показать как бы масштабность проблемы, которая стоит со снипами, я просто вот вывел эту картинку здесь, постараюсь ее показать. Здесь представлен тот же самый ген, вот абсолютно то же самое, просто немножко масштаб другой. И вот ниже, вот здесь вот вы видите много красных, таких фиолетовых разных рисочек. Каждая рисочка соответствует однонуклеотидному полиморфизму. Если мы посмотрим вот, целиком на вот этот вот сегмент генома, да, то вот этих вот нуклеотидных полиморфизмов, соответствующих данному гену, их десятки тысяч. Реально. То есть вот каждая эта рисочка – это некий уникальный полиморфизм. Ну, конечно, тут как бы можно как сказать, что… Ну вот смотрите, у нас же здесь вот есть длинный интрон. Он вообще абсолютно бессмысленный, никому не нужный. Он все равно вырезается, его вообще выбрасываются. И, соответственно, полиморфизмы, которые здесь присутствуют, а это вообще как бы мусор, который не имеет никакого смысла, и мы можем про это забыть. Ну, те, кто так думает, я вот вынужден огорчить. Буквально 2 дня назад в журнале Nature Communications вышла статья российских ученых, как ни странно. Это, собственно, группа биоинформатиков, которая проанализировала данные примерно 7000 различных секвенирований, выполненных на образцах человеческой ткани, именно человека, в которой они показывают, что, собственно, как бы вот эти вот полиморфизмы, которые содержатся в некодирующих областях, они могут быть осмысленными в том смысле, что вот эти некодирующие области, они являются местами посадки регуляторов считывания ДНК. То есть у нас в данном случае речь идет не о том, что вот если у нас полиморфизм сидит где-то внутри РНК, то это изменит свойства белка, и поэтому у нас изменится конечная функция, и поэтому это может привести к какой-то болезни, еще чему-то там. А речь идет о том, что у вас из-за того, что в регуляторной области есть определенная замена одной буковки, это приведет к тому, что у вас регулятор транскрипции будет там садиться по-другому. И это приведет к тому, что у вас в принципе ваш ген и ваша РНК будет считываться по другим принципам.
И изначально как бы возникновение какой-то там даже патологии возможно не вследствие того, что у вас функция белка изменилась, а изменились правила считывания данного белка, а он на самом деле, с ним все в порядке. Белок у вас, с ним все хорошо. Но как бы поскольку есть регуляторы выше, то их как бы взаимодействие тоже может влиять. И вот как бы возвращаясь просто немножко к картине, связанной с клиникой, да, вот здесь есть такая панелька, на ней представлено 4 клинически доказанных, значимых полиморфизма, которые каким-то образом ассоциированы с болезнями. На самом деле тут важно как бы отметить такой момент, что поиск вот этих вот СНПов – это вообще занятие очень неблагодарное, потому что может оказаться, что какой-то полиморфизм, он играет свою роль только тогда, когда присутствует, например, еще один полиморфизм или еще два. И в таком случае как бы, ну, как бы вы можете их искать, это не бессмысленно, но это реально очень тяжелая и неблагодарная работа. Теперь далее. С какими проблемами мы просто сталкиваемся тогда, когда мы используем такой метод, как ПЦР? Да? То есть вот дальше я буду немножко сужать свой фокус именно на то, что творится вокруг ПЦР, потому что как бы это наиболее широко используемый метод, в принципе, как бы в исследованиях и, в принципе, частью своей во всяких таких вот подходах, связанных там с какими-то там диагностическими маркерами, еще чем-то там. Значит, что мы можем увидеть здесь по этой картинке? Вот здесь вот внизу, вот такими маленькими бугорками представлены данные РНК-секвенирования, из которых что мы можем увидеть? Вот каждый этот бугорок – это некая стопка прочтений, которая получена из определенного образца. И, ну и там из нескольких образцов. Да? Что мы можем увидеть? Что вот каждому экзону, да, у нас соответствует определенная стопочка. То есть как бы так и должно быть. Да? Мы это прекрасно видим. Что мы еще видим? Мы видим, что вот у нас есть хорошо, прекрасно нотированный транскрипт, который подтвержден множеством методов, но РНК-секвенирование в тех образцах, которые были подвергнуты секвенированию, не выявило здесь вообще никаких прочтений. То есть все то, что хорошо аннотировано, это не значит, что именно оно в ваших образцах присутствует. Но можно увидеть, что тот транскрипт, который предсказан всевозможными биоинформатическими методами, он-то как раз и присутствует. То есть как бы, когда мы начинаем исследовать с помощью ПЦР подобные вещи, их, оказывается, поймать очень сложно. Я немножко попозже остановлюсь еще на этом. Что еще можно увидеть из этой картинки? Мы можем увидеть из этой картинки следующее, что у нас есть вот этот вот интрон, он достаточно протяженный. Но внутри этого интрона мы увидим, что попадает определенное количество прочтений РНК. Причем внутри вот этого длинного интрона, который намного длиннее, попадает намного меньше прочтений. То есть, казалось бы, он длиннее, но ну, если туда попадает просто какой-то мусор, то этого мусора здесь должно быть примерно столько же, сколько тут. Но оказывается, что не так. О чем это примерно говорит? Это говорит примерно о следующем, что на самом деле как бы интроны сплайсируются, ну, скажем так, не очень случайным образом. В том смысле, что, возможно, мы можем оказаться в ситуации, когда клетка, когда она сплайсирует РНК, она вырезает не все интроны, а некоторые фрагменты интронов оставляет. Это может приводить к тому, что у нас как бы РНК не является зрелой, и с нее не может считаться нормальный белок. Но зачем это нужно? Процесс транскрипции достаточно долгий, и как бы, но клетки в определенных условиях, определенные РНК могут понадобиться очень быстро. В таком случае как бы можно иметь не готовую РНК, но при наличии необходимых инструментов и при определенном стимуле РНК в вот эти вот невырезанные интроны, они могут вырезаться, и мы в результате получаем очень быстро зрелую РНК, из которой может начать считываться белок. То есть это еще один определенный уровень, на котором может осуществляться регуляция
считывания белков вообще внутри клетки. Этот момент исследовать с помощью ПЦР вообще неблагодарная задача. Потому что как бы сделать праймеры такие, которые бы улавливали вот эти вот удержанные нейтроны, ну, это очень сложная задача. И нужно абсолютно точно знать, как бы для того, чтобы сделать праймеры, как бы что же там удерживается и какие фрагменты мы должны искать и вообще все остальное. Это очень такая небанальная задача, и, по всей видимости, ее можно решать вообще, видимо, только с помощью НГС. Какие еще возможны проблемы, которые могут повлиять на результаты, которые получаются? Причем как бы эта проблема представляет не только для ПЦР, но и для НГС тоже. Значит, в данном случае представлена тоже как бы часть генома человека. И здесь представлен геномный кластер, в котором есть такие вот белки, которые являются ассоциированными, по-моему, с рибосомами. Это РБМ14, РБМ14-4, РБМ4. Да? И есть вот еще РБМ14Б. А в чем особенность, на что нужно обратить внимание? Мы видим, что вот здесь фактически представлены три разных белка, три разных гена. То есть у нас вот есть один, есть вот такой вот длинный и есть вот такой вот еще. И штука заключается в том, что вот этот экзон является общим для двух белков, а вот этот экзон уже для других белков является общим. И как, например, анализировать... извините. Сейчас. Как, например, анализировать изменение экспрессии вот этого транскрипта, вообще непонятно. Потому что, как бы, если мы смотрим с точки зрения НГС, то мы оказываемся в ситуации, когда у нас вот сюда ложатся риды, но непонятно, к кому они относятся. На них непонятно, на них не написано, что называется, что это прочтение, которое относится к определенному гену. Прочтения, которые лягут сюда и сюда, они будут тоже абсолютно одинаковыми, они никак не подписаны. То есть мы оказываемся в немножко странной такой ситуации, когда есть определенные пересечения, и проанализировать действительно, с чем мы имеем дело, очень сложно. Кроме того, оказывается, могут возникнуть такие ситуации, когда гены лежат на комплементарных цепях ДНК. То есть как бы один ген, вот он лежит на цепи ДНК, у которой 5 штрих-конец расположен здесь, да, и 3 штрих-конец расположен здесь. А другой ген, он читается в обратную сторону, с комплементарной цепи. Такое, в принципе, возможно, это нормально, как бы. Но штука в чем, что часть, вот эта вот часть транскриптов, она, опять же, пересекается для разных генов. И нужны специальные методы секвенирования, чтобы распознать, что вот как бы у нас это прочтение относится либо к этому гену, либо к этому. Ну, если с помощью ПЦР вы умудрились сделать фрагмент, который ПЦРится с этого вот короткого фрагмента, то вы вообще не сможете определить, к кому он относится, к этому гену или к другому. То есть тут есть как бы моменты, касающиеся того, что зачастую структура генов, она на самом деле очень сложная и взаимопересекающаяся. Ну и самая большая проблема заключается в том, что мы не всегда знаем, с чем мы работаем. Проблема заключается в чем? Что как бы на ДНК не написано, какие РНК с нее будут считываться. Ну, просто как бы это не понятно, по большому счету. И в разных тканях у нас считываются разные РНК. Собственно, как бы и это и определяет такое многообразие тканей и типов клеток, которые у нас есть внутри организма. Но мы до конца, до сих пор не знаем все транскрипты, которые считываются с ДНК. Мы даже у человека, у наиболее хорошо с этой точки зрения описательного вида, до сих пор не знаем все РНК, которые там считываются. Бог там с ними, с модификациями всякими, которыми там происходит уже после считывания. Мы даже это не знаем. Когда мы работаем с мышами, крысами и так далее, мы находимся еще в более ущербной ситуации на самом деле. Но я не просто к тому говорю, чтобы всех сразу огорчить и сказать, что этим заниматься не надо.
Просто нужно как бы заниматься этим с точки зрения, ну, как бы принимая во внимание то, что мы можем столкнуться с чем-то, что, вообще говоря, не очень понятно и не очень логично. Но тем не менее это может просто адресовать к тому, что как бы мы просто столкнулись с какой-то новой очередной вариацией считывания а, генома. Далее, я уже подхожу к концу, собственно, доклада, мне осталось, наверное, еще минут 10. Собственно, как бы, поскольку значительная часть исследований молекулярно-биологических крутится вокруг ПЦР, то, ну, как бы, какие мы вообще говоря имеем проблемы, ассоциированные с ПЦР, да, если очень грубо, да. ПЦР, в принципе, всегда, когда используется ПЦР, в основном с помощью ПЦР исследуются очень небольшие фрагменты ДНК. Если мы говорим о количественном ПЦР, то для анализа используются фрагменты от 50 до 500 нуклеотидов. А длина гена может составлять несколько тысяч нуклеотидов. То есть мы на самом деле анализируем присутствие очень небольшого фрагмента гена, который нас интересует. К чему это приводит? Во-первых, как бы, если мы оказываемся в ситуации, когда у нас транскрипт длинный, и у нас присутствует несколько стартовых областей, или у нас есть альтернативный сплайсинг, в результате которого у нас какой-то экзон то присутствует, то отсутствует, то мы можем оказаться в ситуации, что когда мы с помощью ПЦР исследуем некий домен, то мы можем абсолютно никак не увидеть, что, с одной стороны, как бы у нас экспрессия гена не поменялась по нашему результату, но на самом деле может оказаться, что ген начал считываться с другого промотора. Или какой-то экзон, который отсутствует в нашем аппликоне, он просто перестал считываться. И у нас на самом деле по факту там уже появился другой белок, другая МРНК. То есть мы это с помощью ПЦР в общем случае выявить не можем. Для этого нужно делать очень такие целевые исследования для того, чтобы выявлять подобные изменения. Кроме того, как я уже говорил, может происходить такая штука, как удержание интрона, и в этом случае исследовать ПЦР вообще непонятно как, использовать ПЦР вообще непонятно как. То есть я как бы пока ни одной работы не видел. Может быть, они есть, но это очень сложная задача. Кроме того, вот я говорил в начале, что для того, чтобы избежать различных ошибок, связанных с тем, что мы добавляем разное количество образца внутрь ПЦР-смеси, нам нужно производить нормализацию данных ПЦР, используя экспрессию некоторых генов. И это на самом деле достаточно большая проблема, потому что вы должны быть уверены в том, что вот эти вот гены, которые вы используете для нормализации, что их экспрессия действительно никак не меняется. И это на самом деле очень небанальная задача, и это тоже нужно проверять. Проверить это тоже очень непросто, просто потому что как бы вы точно не знаете, какие гены точно не меняются, потому что если все знали, все бы давно пользовались. По факту в разных условиях нужно каждый раз решать эту задачу и подбирать эти гены отдельно. И это проблема. Следующая проблема заключается в том, что, и она очень часто относится именно к исследованиям, которые делаются на людях, особенно когда мы сравниваем, допустим, образцы мозга ну, условно здоровых людей и людей, которые там переболели, ну, у которых там болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера там, и так далее. То есть это люди, у которых достаточно тяжелые патологии, связанные с потерей определенных клеточных популяций, а иногда там в случае болезни Альцгеймера там могут как бы там происходит просто как бы уменьшение объема клеточной массы, что называется. То есть у нас как бы исчезают большие количества нейронов на некоторых терминальных стадиях. И теперь вот как бы мы оказываемся в ситуации, когда мы, ну, предположим, делаем НГС или ставим ПЦР. Мы оказываемся в ситуации, когда у нас один кусок ткани содержит кучу нормальных нейронов, а другой содержит на самом деле, может быть, ну хорошо, 50% от этих же самых нейронов.
А все остальные клеточные популяции – это там какие-нибудь микроглии, астроциты, сосуды, еще бог знает что. В таком случае как бы мы можем на самом деле оказаться в ситуации искажения результатов, связанных с тем, что гибель клеток, несущих основную массу РНК, она приведет к искажению результатов. То есть смысл примерно в следующем. Предположим, нас интересует какой-нибудь маркер сосудов, который гарантированно, ну вот как бы априори мы считаем, что экспрессия его не меняется между больными и здоровыми. Но поскольку количество нейронов в одном образце уменьшилось, а количество сосудистых клеток сосудов никак не поменялось, то доля МРНК от клеток сосудов, она увеличилась. И мы в таком случае можем получить заранее искаженные данные, касающиеся того, что на самом деле кажется, может показаться при анализе данных, при нормировке вроде как, что экспрессия сосудистого маркера какого-то увеличилась. Хотя ничего не произошло, просто умерли нейроны, и количество их РНК уменьшилось. Подобные вещи делать, ну, как бы, народ очень часто игнорирует подобные вещи, и это приводит, ну, к каким-то таким всяким непонятным результатам, которые потом непонятно, как транслировать даже на животные модели. То есть мы как бы оказываемся в ситуации, когда вроде с одной стороны мы нормируем данные с целью того, чтобы избежать ошибки, но именно эта нормировка может привести к тому, что мы вносим в нее ошибку, если у нас оказывается, что образцы изначально по своему клеточному составу отличаются. Вот, то есть есть как бы с ПЦРом тоже есть свои проблемы, которые как бы касаются вообще неоднозначности аннотации генома животных и человека в том числе, и того, как бы, как эти данные вообще в принципе получаются. Теперь как бы я вот очень долго рассказывал про МРНК, и на самом деле, наверное, нужно было бы целую лекцию еще выделить на белки, но я постараюсь очень коротко пробежаться по тому, что касается белков. Так, у нас есть, ну, как бы, ну, условно, 4 направления, касающиеся белкового анализа, анализа, как бы, того, что делает белок, как бы, как анализируются белки, да. То есть это подходы, основанные на использовании антител, это масс-спектрометрия, это анализы, основанные, анализы, основанные на основе, как бы, это методы, с помощью которых мы анализируем некую конечную функцию данного белка. И кроме того, у нас как бы есть рентгеноструктурный анализ. Но если очень коротко, проще всех здесь в данном случае сказать про рентгеноструктурный анализ, как бы это метод, с помощью которого мы получаем трехмерную структуру белка. Если вы хотите иметь статьи в Nature Science, занимайтесь именно этим методом. Люди, которые этим занимаются, всегда публикуются в таких журналах. Если у вас таких статей нет, вы можете очень быстро сбежать туда и как бы сделать структуру белка какого-нибудь и опубликоваться в таком хорошем журнале. Вот. Но на самом деле как бы эти исследования очень важные, они как бы помогают понять, каким образом белки взаимодействуют, с чем они взаимодействуют, как они взаимодействуют. Ну, вот теперь, что касается других методов, да, то есть у нас есть как бы подходы, связанные с использованием антител. То есть, ну, самый широко известный – это иммуногистохимия. В лекциях Михаила Юрьевича Степановичева он показывал различные фотографии красивые. То есть у нас используется в качестве, берутся срезы ткани, к ним добавляются антитела к некоторому целевому, например, белку. И, соответственно, как бы с помощью этого мы можем найти, где у нас расположен наш белок, в каких клетках, в каких структурах. Следующий метод – это ELISA, это или иммуноферментный анализ. Это метод, основанный на том, что у нас используется специально, что мы меряем количество белка уже в лизате ткани. То есть мы взяли нашу ткань, ее разрушили, выделили оттуда растворенный белок и померили там количество белка с помощью мечных антител прямо в растворе. То есть мы как бы определенным образом адсорбировали целевой белок и потом как бы
Существует несколько методов анализа ИФА. Я в данном случае рассказывать не буду, это, в принципе, не очень важно, как бы для каждого конкретной мишени там используются разные. Но основной момент именно то, что мы исследуем это все в лизатах. В лизатах для анализа количества белка в лизатах также используется Western blotting. Это немножко другой метод. Он основан на том, что сначала мы делаем лизат ткани, потом его разгоняем в геле по размерам молекулярной массы. И после этого уже вот эти разделенные белки мы окрашиваем антителами и можем увидеть расположение нашего белка в примерно том месте, где, ну, соответственно, он соответствует молекулярной массе. И, соответственно, по интенсивности окрашивания в данном месте мы можем увидеть, как бы оценить количество белка. И последний метод, основанный также на основе антител, это иммунопреципитация. На самом деле иммунопреципитация, как я уже вот раньше говорил, она используется и для анализа РНК, да, или анализа ДНК, когда мы производим различные секвенирования, основанные на том, что у нас вытаскивается комплекс белок РНК. В данном случае речь идет о том, чтобы вытащить некоторый целевой белок и, возможно, что-то, что с ним взаимодействует, это могут быть другие белки, РНК, ДНК. Да? То есть как бы в данном случае за иммунопреципитацией должна следовать все равно какой-то дальше более детальный анализ, который покажет, что же с данным белком взаимодействует. В принципе, для этого методов часто используется масс-спектроскопия. Она позволяет идентифицировать белок. И, кроме того, она позволяет делать некий аналог РНК-секвенирования, то, что мы делаем с РНК, мы можем попробовать сравнить образцы, грубо говоря, собрать весь протеом, то есть проанализировать, какие белки присутствуют в нашем образце, и сравнить два образца и посмотреть, сколько у нас этого белка в одном образце, сколько белка в другом образце, и сказать, что вот какое-то определенное воздействие привело к тому, что у нас количество какого-то белка увеличилось, а количество какого-то белка уменьшилось. И мы можем это сказать для очень большого, для всех белков, которые присутствуют в образце. Ну, условно для всех, да, то есть там как бы тоже есть ограничения метода, но практически для всех белков, которые есть в образце. Следующий метод, следующая группа методов – это те методы, которые основаны на специфической активности белка. Это различные биохимические методы. Большинство из них как бы основано на том, что какой-то конкретный белок может взаимодействовать с некоторым субстратом, и мы, соответственно, добавляем в смесь, ну, например, какой-то флуорогенный субстрат, то есть у нас при модификации субстрата данным ферментом происходит увеличение флуоресценции, например, или увеличение интенсивности окрашивания смесей. Мы можем это померить, и таким образом по тому, с какой скоростью у нас изменяется флуоресценция субстрата, мы можем увидеть, можем оценить активность фермента. Ну и кроме того, к этой группе можно отнести электрофизиологические методы, конечно же, про которые рассказывал Алексей Юрьевич. Это, например, метод patch-clamp, потому что, как бы, например, каналы, они ферментативной функции как таковой не несут, они ничего не переделывают, не преобразуют, но они проводят определенные токи. Да? То есть мы можем с помощью электрофизиологии посмотреть, как бы, как у нас изменяется функционирование каналов. Да? То есть, как бы, например, фосфорилирование каких-то остатков там, в каких-то канальных субъединицах может приводить к тому, что у нас текут более интенсивные токи или менее интенсивные, меняется там, например, или изменение там свойства липидного слоя, в который канал вставлен, мы можем там оценить, как, опять же, как меняются токи и так далее. То есть, в принципе, в данном случае мы адресуем именно к функции белка и можем посмотреть, что происходит. Вот. Соответственно, ну, предпоследний слайд, касающийся того, что просто как бы, ну, у каждого из этих методов есть свои ограничения. У методов, которые касаются, ассоциированы с использованием антител, это всегда проблема с теми антителами, которые используются, со специфичностью антител. Проблема даже не просто в том, что как бы, ну, всегда можно
ну, путем очень долгого перебора все-таки подобрать антитела, которые хорошо работают. Но если мы говорим о количественном методе, то тут может возникнуть тоже такая очень хитрая проблема, что если ваш белок подвергается какой-то модификации, например, он там фосфорилируется, гликозилируется или еще что-то, и вот эта модификация, она происходит где-то рядом с тем местом, с которым должно связаться антитело, то это может привести к изменению, на самом деле, кажущемуся изменению уровня белка с использованием данного метода. Хотя на самом деле уровень белка не поменялся, а он просто был модифицирован. Модифицирован просто к несчастью в том месте, где, собственно, произошла модификация этого белка. То есть как бы это нужно тоже иметь в виду, но в большинстве случаев как бы народ считает, что антитела нам спустил Господь Бог, и как бы у нас все всегда хорошо. Вот. Опять же, как бы есть опасность, связанная с тем, что мы вынуждены нормализовать наши данные, как в данном случае в ИФА и вестернблотинге мы всегда нормируем на общий тотальный белок, который у нас вот есть, на концентрацию белка, который у нас есть в образцах. В принципе, в вестернблотинге проводится дополнительный контроль на некоторые белки, про которые считается, что их количество не должно меняться при нашем воздействии. По аналогии с тем, как это происходит при ПЦРе. Но, опять же, нужно, в принципе, быть уверенным в том, что тот белок, который не меняется, уровень которого не меняется, он действительно не меняется. Это не всегда так. Вот. И, как бы такой момент, касающийся вот этих вот методов, основанных на антителах, что у нас на самом деле, когда мы меряем количество какого-то целевого белка, мы понятия не имеем, активен он или нет. То есть на самом деле вот у нас изменилось количество, например, какого-нибудь белка, кодирующего какой-нибудь там фермент, превращающий что-то, какую-нибудь протеазу, например, какой-нибудь, ну, для примера, карпаин. Да? Количество этого белка изменилось. Ну, дальше мы можем сказать, ну, понятное дело, у нас как бы этот белка стало больше, он у нас стал все резать, и как бы какие-то там процессы протеолитические потекли, ну, и как бы все прекрасно. Но, давайте мы посмотрим, как бы, а у этого белка есть белки-ингибиторы, естественные, свои же. Да, они тоже есть. И количество этого ингибирующего белка могло тоже поменяться. И по факту у вас как бы активность вашего кальпаина вообще могла не поменяться в конечном итоге. Хотя белка стало больше. Да, в этом факте сомневаться мы не можем. Но в конечном итоге нам-то зачастую важна именно функциональная активность. И в данном случае мы можем быть заперты именно тем фактом, что как бы, ну, это не всегда одно с другим связано. То же самое можно сказать, например, про какие-нибудь канальные белки. То есть у нас, предположим, увеличилась экспрессия количества белка именно, кодирующих какую-нибудь субъединицу глутаматных каналов. Да? Ну, значит, можно сказать, что у нас каналов стало больше, возбуждение стало передаваться лучше и так далее и тому подобное. Ну хорошо, может быть и так. А может быть, этот канал просто оказался не встроенным в мембрану. Потому что у клеток есть, в принципе, пул визикул, в которых встроены каналы, но эти каналы во внешнюю мембрану вообще никак не встроены. И они не функциональны. И никакая передача возбуждения у вас никак не поменяется. То есть в данном случае как бы это некий косвенный результат, который может быть полезен, а может быть и бесполезен. Если же мы будем говорить вот как бы об анализе специфической активности, это то, что вот у нас идет речь справа, да, то есть когда мы меряем активность какого-нибудь там фермента или каких-нибудь там насосов, каналов, еще чего-нибудь. Все, что мы можем сказать, что как бы в данном случае, ну, одной из проблем является, опять же, то, что у нас общий пул белков, нужно предполагать, что он в принципе меняется не очень сильно. То есть, грубо говоря, опять же, если мы возвращаемся к тому примеру, когда у нас происходит дегенерация очень большого количества клеток, то мы можем оказаться в ситуации, когда может возникнуть искажение, связанное просто с тем, что клеточный состав внутри ткани, он настолько сильно поменялся, что он будет именно это искажение, именно это изменение будет создавать ощущение изменения активности фермента, хотя на самом деле в тех клетках, которые сохранились, активность фермента, она абсолютно такая же. И с этим тоже нужно быть как бы аккуратным и учитывать такие вещи. Следующий момент, он касается именно того, что
Если мы меряем активность, то мы не знаем, что на самом деле произошло с белком. То есть, хорошо, активность какого-то фермента увеличилась. Но почему она увеличилась? Потому что у нас там появился какой-то кофактор, который с ним связался, потому что к нему произошло какое-нибудь фосфорилирование или дефосфорилирование какой-нибудь части этого белка. Мы изначально такие методы вообще ни о чем не скажут. Они просто скажут, что да, оно поменялось. У нас поменялся ток через канал. Да, он поменялся, но почему это произошло? Опять же, увеличилось количество каналов, изменилось фосфорилирование субъединиц, то есть механистически, если смотреть на это, то мы видим некие изменения функций, но что лежит в ее основе, мы сказать не можем. Ну и последнее тут маленькое замечание касательно масс-спектроскопии, это то, что так же, как и в случае РНК-секвенирования нам нужно данные проверять с помощью ПЦР, то тут то же самое, нужно данные масс-спектрометрии, масс-спектроскопии. Когда мы смотрим дифференциальную экспрессию белков между образцами, да, нам нужно перепроверять это с помощью других методов, потому что возможно внесение ошибки в данном методе, потому что он на самом деле достаточно сложный, и там есть процедуры, похожие на вот это вот аннотирование, такое же, как вот есть у нас в РНК-секвенировании, когда мы прочтение аннотируем к определенным последовательностям в геноме. Точно так же мы в случае масс-спектроскопии тоже должны там осуществлять подобные вещи, и это может привести к определенному искажению результатов. Ну, как я говорил, тут есть такая вот вещь, что важно не как проголосуют, а как посчитают. Вот. Ну и, собственно, все. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Я думаю, что, наверное, уже все померли от большого количества информации, которое было принесено. Ну, ладно, я надеюсь, что у нас есть... живые еще есть. Живые все остались, слава богу. Если есть вопросы, то задавайте. Если у аудитории, которая присутствует, есть вопросы, берите микрофон. Будут вопросы? Алексей Вячеслав. Игорь Вячеславович. Да, какой-то вопрос. Да. Берите. Ну, у меня все-таки вот этот вопрос, наверное, остался про ПЦР. Да, вот, если можно вернуться к этому слайду. Конечно. Вот, я все-таки не понял. Да. Вот, да. Вот эти вот два фиолетовых таких вот праймера, они абсолютно одинаковые? То есть не, они комплементарны тем участкам, то есть они в данном случае, они фланкируют некий целевой. У меня по этой схеме возникает, то есть когда на нее смотрю, то есть у меня вот фиолетовое равно фиолетовому, светло-зеленое равно светло-зеленому на разных концах, но это же не так, правильно? Не так, конечно, нет. То есть это просто это два разных праймера, которые, и их нужно одновременно запускать в один и тот же анализ. Да. Окей, ну то есть схема должна быть немножко, то есть то есть для этих праймеров там, например, нужно сделать, чтобы они там были похожего цвета, что это два праймера, но немножко все-таки разные. Ну да. Ну чтобы так не путаться. Да, согласен. Окей, спасибо. Справедливо. Так, еще вопросы? Я говорю, все умерли уже. Да нет, все было очень интересно, просто много информации на самом деле. Там очень много действительно вопросов касательно болезней, проявления болезней генетических. Ну, наверное, я их не буду отдельно задавать, а потом спрошу. Тогда, пожалуйста, да. Если нет вопросов у публики, то мы продолжаем на следующей неделе. Я так понимаю, Наталья Баль будет... Да, она расскажет про... Продолжение. Да, но это будет немножко в сторону, то есть она расскажет про технологии геномного редактирования, зачем это используется, а потом дальше через лекцию буду опять я выступать, и я буду опять же отравлять разум всех какими-то рассказыванием каких-то абсолютно сложных вещей, касающихся того, как люди работают в молекулярной биологии вообще, исходя из каких концепций они просто смотрят на то, что происходит, и, собственно, какие проблемы там возникают. Это больше будет посвящено методологии, скорее, построению исследования, а не уже конкретным результатам и не методам. Хорошо.
Тогда спасибо большое. Встречаемся на следующей неделе по методам. Ну и в следующий вторник у нас продолжение лекции по молекулярной нейробиологии от лекции Степаничева Михаила Юрьевича. Спасибо большое. До свидания. Да, всего хорошего.